Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего Давида Чичибая, он же Давид Герляни, и Дато Сван. Вор в законе обвиняется в рэкете и занятии высшего положения в преступной иерархии. Одним из доказательств связи Дато Свана с криминальным миром стала культурологическая экспертиза татуировок на его теле. Давид Чичибая обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статья 210.1 Уголовный кодекс Российской Федерации, занятие высшего положения в преступной иерархии и параграф А. Б. Часть 3, статья 163 Уголовный кодекс Российской Федерации, вымогательство, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Установлено, что Чичибая был коронован в воры в законе дистанционно еще в 2014 году. По видеосвязи другие законники признали авторитет находящегося в Турции Дато Свана, за которым закрепили зону преступного влияния в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Московской, Смоленской, Ульяновской и Ленинградской областях. Причисляя себя к категории так называемых воров в законе, говорится в обвинении, пользуясь у лиц, придерживающихся криминальной идеологии, безоговорочным авторитетом, соблюдая и пропагандируя преступные традиции и обычаи. Он обязывал других лиц преступной среды подчиняться своей воле, назначал в местах лишения свободы так называемых положенцев, которые находились под его полным покровительством и, действуя по обычаям криминального мира, выполняли различные поручения и указания. После помещения в мае 2022 года в СИЗО-7 УФСИН России по Москве, во время проведения инспектором дежурной службы изолятора досмотра, Чичибая сообщил ему о своем криминальном статусе, подтвердив занятие высшего положения в преступной иерархии. Кроме того, принадлежность Дато Свана к лидерам криминального мира доказали эксперты. Согласно культурологической экспертизе, татуировки на его теле несут информацию о пребывании в местах лишения свободы, о склонности к асоциальному поведению, отрицанию порядка, установленного администрацией и правилами исправительно-трудового учреждения, общепризнанных норм и правил, а также о причастности к криминальным авторитетам и ворам в законе, то есть лицам, занимающим высшее положение в преступной иерархии. Исходя из смыслового значения перманентных рисунков, нанесенных на тело Дато Свана, он может обладать высшим в преступной среде статусом. Также было установлено, что Чичибая организовал и возглавил преступную группу, участники которой в 2020 году, угрожая жизни и здоровью потерпевшего и его семьи, под надуманным предлогом вымогали у него 15 миллионов рублей. Один из соучастников преступления был задержан правоохранительными органами при передаче 10 миллионов рублей. В ходе расследования в отношении Дато Свана заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а он объявлен в международный розыск. Задержали законника в Египте. В марте 2022 года Генпрокуратура России обратилась с запросом о выдаче криминального авторитета, который в мае был удовлетворен. Авторитет доставлен в столицу и помещен в СИЗО. Уголовное дело Дато Свана рассмотрит Московский городской суд. Уважаемые зрители, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. При этом не забудьте нажать на колокольчик.